Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на ноябрь 2023 года. Да, дорогие раки, этот гороскоп ваш. Друзья, а если вы впервые на моем канале, то не забудьте поставьте колокольчик или уведомления, подпишитесь. Друзья, кто уже подписан, но регулярно пропускает новые выпуски, поставьте обязательно колокольчик. Да, к сожалению, алгоритмы YouTube не присылают уведомления тем, у кого не стоит колокольчик о новых выпусках. Поэтому, чтобы такого не было, вот это вот нужно сделать. Да, я знаю, это иногда кажется нелогичным, но это так, да. Наша жизнь построена на алгоритмах. Ну что, поехали! Гороскоп для раков на ноябрь 2023 года. Ну что, дорогие раки, скажу, что месяц ноябрь для вас будет сложноватым, по крайней мере, первая его половина, потому что новый лунный цикл у нас начался с 14 октября и закончится 13 ноября, да. И именно эта первая часть его будет сложновата, потому что, конечно же, коридор затмений, это не солнечное и лунное затмение, это все прямые манипуляции с Луной, и вы, ребята, больше всех чувствуете, что происходит на небе, всю неспокойную ситуацию, и эмоционально в этом месяце сложнее всего вам. Просто потому что придет ноябрь, а история-то октябрьская сохранится. И вот полмесяца вот в таком взвинченном состоянии, на взводе, когда сложно что-то сделать, когда сложно реализоваться, когда сложно что-то там в работе, в карьере продвинуться, принять решение. Вот это состояние, вот именно вот такое оно будет сохраняться, по крайней мере, первую половину ноября, а потом уже, конечно же, запустится новый лунный цикл, станет полегче, да. Первая половина ноября сложная, эмоционально сложная, этим и будет затрудняться все сферы жизни, но в большей части семейная, да. Здесь вам будет сложнее всего, поэтому пожалуйста, подходите ко всем вопросам и проблемам, которые встанут у вас на пути с мудростью. Решайте их сообща, путем переговоров. И понимайте, что вот эта туча, которая пришла на вашу семью, на ваши отношения, она скоро уйдет. Конечно же, запустится новый лунный цикл, и сразу тоже будет сложновато, потому что еще все-таки потом в середине месяца будет действовать квадратура, да, в этот раз рассказываю сначала про семейную сферу, да, точнее оппозиция, да, то есть до 20 ноября в семье будет так себе настроение, да, поэтому здесь не пылите. Понимаете, что с 20 ноября все станет полегче. Не нужно подавать на развод, не нужно расходиться, не нужно разъезжаться. По крайней мере, ну если вы это сделаете, в январе точно же придет сожаление, точно же придет досадное состояние. И уже даже в декабре поймете и скажете: блин, можно же было так не делать, можно же было как-то полегче, попроще, без вот таких вот переворотов, можно было мирно договориться. Но именно в ноябре настроение будет так себе. Захочется сжигать все мосты, и в этом-то и есть она сложность, да, поэтому здесь, конечно же, подключите всю свою мудрость, все свое понимание и знайте, что, ну, это временное явление. Всегда бывают на небе вот такие аспекты с планетами, да, когда вроде ничего не случилось, но вот нервы взяли и накалились, да. Это, понимаете, пройдет это время, это не вечно, да, как говорится. Пройдут плохие дни, наступят хорошие. Что касается рабочей сферы, то здесь, конечно же, очень классно запускать какие-то проекты, но уже в новом лунном цикле, после 13 ноября. Хорошо продвигаться, хорошо пиарить себя, хорошо развиваться, хорошо обучаться, учиться, овладевать новые навыки. Если совершать поездки, то с 13 по 23 ноября прекрасное время, и документационные все работы в этот момент времени это тоже прекрасное время, потому что все работы с документами с 24 ноября уже будут носить такой странный подтекст, то есть будут находиться ошибки, будет какая-то смута наводиться, будут какие-то непонятные истории вылазить, то есть какие-то истории с обманом, да, полезут шарлатаны, как говорится,
крутятся со всех углов, поэтому здесь будьте внимательны, да, то есть с 24 ноября и по конец ноября вот эта неделя как раз-таки будет очень сложно, поэтому дела с документами наведите поранее, да. Меня просят записывать гороскопы на несколько месяцев вперед деловые люди для того, чтобы планировать в долгую, да, поэтому немножко забегу и расскажу про декабрь, только чуть-чуть, уже в следующем месяце, да, я выпущу гороскоп, там будет уже прям на 3 месяца вперед, чтобы понимать, какая будет зима, чего от нее ожидать, да, для того, чтобы планировать, да, поэтому, мои дорогие, немножечко про декабрь все-таки расскажу. В декабре, несмотря на то, что это завершающий будет лунный цикл, да, до 13 декабря прекрасное время для работы, для вложений, для карьеры, для развития, для любого. Почему с 13 декабря, опять декабря, это счастливая цифра 13, да, с 13 декабря и первая неделя января у нас с вами на небе ретроградный Меркурий, поэтому планируйте все для того, чтобы в работе выстроить коммуникацию, поставки, доставки, чтобы завершить этот год достойно. Спланируйте все ранее, чтобы вам все пришло вот не просто так в середине декабря, да, в середине октября это записываю, чтобы вот в ноябре уже все было согласовано и сделать работу пораньше, да, особенно если вы работаете в продажах, в коммуникациях, в доставках, да, очень сложно будет в декабре, потому что конец года, сами понимаете, все нервные, все хотят на праздники, все хотят получить свою прибыль, свою выручку, на которую они рассчитывали, да, и, конечно же, здесь будет, сложновато получить немножко адекватности от людей, да, поэтому, мои дорогие, в декабрь до 13 декабря, потом, конечно же, запускается с 13 декабря новый лунный цикл у нас идет, да, даже идет с 12 декабря, да, но ретроградный Меркурий тоже он уже начинает тормозить и в полной своей мере начинает работать некорректно, я бы сказала, с 13-го. Поэтому высвобождайте время, планируйте работу ранее, чтобы потом не переживать об упущенной выгоде, об упущенных возможностях и о слетевших договоренностях. Вот таким будет коротенько декабрь, я о нем подробнее напишу еще в следующем месяце, по дням, расторопно. Сейчас по чуть-чуть, все-таки уделю больше времени ноябрю. Для кого-то, дорогие раки, месяц ноябрь может показаться очень сложным. На самом деле он таким и будет. Для вас он особенно сложный этот месяц. Все-таки тяжеловатый ноябрь, такое более мрачное состояние. Вообще месяц Скорпиона всегда накладывает на раков такой мощный отпечаток, да, немножко пессимистичный взгляд, просто время такое, да, его нужно немножко так пережить, понять, что вот эти трудности, которые случатся в ноябре, они необходимы для развития. Вообще все, в принципе, что случается с нами в нашей жизни, оно необходимо для того, чтобы вывести нас из того болотца, в котором мы все сидим, да, из того состояния, в котором мы привыкли жить, потому что, как говорится, когда вот мы в состоянии застоя, да, в постоянном там регулярном комфорте или наоборот постоянно есть дискомфорт, в котором очень сложно развиваться. Это говорит о том, и та функция нам говорит о том, что необходимо все-таки найти то, чтобы не жить в постоянном комфорте. Если же это постоянный комфорт, то необходимо, чтобы в какой-то другой сфере брать новые высоты. Необходимо идти вверх, развиваться. Да? Если же это жизнь, которая состоит из постоянного дискомфорта и жизнь не нравится, то это говорит о том, что эту жизнь необходимо сделать, чтобы она нравилась. Потому что у раков эмоциональное состояние очень сильно зависит и на семейную сферу, и на сферы работы, да. Поэтому, дорогие, если вы все-таки в октябре месяце не начали развиваться, начните в ноябре. Но я говорила и предупреждала, что, и особенно если вы смотрели мое большое видео про солнечное затмение, коридор затмений, то вы уже знаете, что начать что-то в октябре проще, чем начать это в ноябре. А если же вы решите еще повариться в переживаниях и в мыслях, да у меня не получится, зачем же мне это делать? Как минимум. Если вы уже об этом думаете, значит, вам это нужно. Во-вторых, придет 2024 год, в
котором развиваться будет еще сложнее. Поэтому внедряйте сейчас, внедряйте в ноябре, внедряйте в декабре, несмотря на то, что уходящие месяцы этого года, да, но месяцы вполне себе годные для работы. Просто сейчас событий на небе гораздо меньше, да. Будете еще немножко вариться в таких внутренних переживаниях, в проблемах прошлого, то есть просто потому, что еще Нептун на небе, еще в самом ретроградном движении, под конец его ретроградности, вот, начнет развиваться в первой неделе декабря, да, еще будет внутреннее переживание, досада, обиды, боли, потери и тому подобное. Поэтому, дорогие мои раки, доделайте вот эту глубинную работу над собой, ну, сходите с психологом, поговорите с обидчиком, обговорите это с подружкой, ну, вот прям начните хотя бы просто разговаривать со своей второй половинкой о том, что вас действительно тревожит, что вас волнует, о чем вы переживаете. Ну, потому что это такая история, которая не может у рака все быть в материальном плане хорошо, если внутри, в душе у вас нехорошо, мои дорогие. Поэтому доделайте эту работу внутреннюю над собой и начните развиваться. Знайте, что все у вас идет от души, изнутри, да, и вся ваша жизнь строится о том, как вы хотите и как вы нравитесь. Если вам ничего не нравится, то вы построите ровно то, что вам точно так же не нравится. Начните делать так, чтобы вам нравилось, и постоянно поднимайте планку, да. Дорогие мои любимые раки, я желаю, чтобы этот месяц прошел у вас продуктивно. Да, сложно, но продуктивно. Знаете, что без непогоды не бывает хорошей погоды, да? Поэтому, если сейчас дождь и штормит, то все равно будет штиль и светить ясно солнышко, и море будет радовать вот такой прекрасной волной. Поэтому, дорогие мои, я желаю вам продуктивного ноября 2023 года, внедряйте свои замыслы в жизнь, не оставляйте их на потом, не оставляйте свою жизнь на потом, живите сейчас, и тогда счастье придет гораздо быстрее. Спасибо, мои дорогие, что досмотрели это видео до конца. Если же у вас есть вопросы, оставляйте их в комментариях под видео. Я обязательно отвечу в силу занятости. Если же у вас вопросы, которые вы не хотите, чтобы были на широкую публику, в шапке профиля есть ссылочка на мои консультации. Записывайтесь, и будем часовыми консультациями разговаривать и только про вас. Ну что, дорогие мои, желаю вам хорошего месяца и увидимся с вами в следующем видео. Всего вам доброго!